«Папа не умер. Он под полом», — сказала тихо 4-летняя девочка, прижимая к себе старого плюшевого кролика. Эти слова стали началом одного из самых громких дел в истории штата Орегон. Дорогие зрители, напишите, пожалуйста, из какого города вы смотрите. Шеф полиции Джейкоб Хендерсон медленно прочел только что полученный рапорт. Имя заявителя. Сара Олден. Содержание. Пропажа мужа Николаса Олдена. Никаких дополнительных сведений. Но внимание Хендерсона привлекло то, что заявление подала не сама Сара, а ее соседка, миссис Эвелин Брэндон. И с ней девочка Лили, дочь Сары и Николаса. Лили не плакала, не хныкала, она просто молча смотрела в одну точку, прижимая кролика по имени Бенни. «Она не хотела, чтобы я куда-то увозила девочку», — объяснила Эвелин, тревожно сжав губы. «Но Лили сказала нечто странное. Вы должны это услышать». Хендерсон кивнул, жестом указав Лили сесть рядом. Он наклонился к ней, смягчив голос. «Как тебя зовут, малышка?» «Лили», — ответила она почти неслышно. «А ты знаешь, где твой папа?» Девочка на мгновение задумалась, ее губы дрожали. Она подняла взгляд. Он под полом, на кухне, под плиткой. Ему холодно. Комната погрузилась в зловещую тишину. Хендерсон взглянул на Эвелин, чье лицо побелело. Молодой офицер рядом кашлянул от напряжения, пряча дрожь. «Что ты сказала?» Джейкоб наклонился ближе, голос стал осторожным. «Папа, под полом. Там, где плитка светлее. Он сказал, что ему очень холодно». Хендерсон кивнул и коротко бросил лейтенанту Ною Грейсону. «Привези Сару Олден в участок. Подготовь команду на осмотр. Выезжаем через час». Через полчаса Сара прибыла. Ни слез, ни паники. Волосы аккуратно зачесаны. Взгляд холодный и уверенный. «Я уже все объяснила», — сказала она спокойно. «Николас часто уходит. Это не впервые». «И вы не находите это странным?» — спросил Джейкоб, не отводя взгляда. «Нет, он взрослый человек. Я думала, он вернется, как обычно». Ной вмешался. Но соседи слышали ссору и звуки, будто что-то ломалось. Сара вздохнула. «Мы поспорили. Кто не спорит в браке?» «Вы ремонтировали пол?» — спросил Джейкоб. Сара слегка замялась. «Да, я меняла плитку. Там была плесень. Сделала все сама. Училась по видео». Ной вынул флешку. «Сосед, мистер Уотсон, установил камеру. На видео видно, как вы выводите Лили из дома в 3 часа ночи, а возвращаетесь одна с сумкой цемента». Сара напряглась. «Я не хотела, чтобы она дышала плесенью. Увезла к подруге. Материалы купила, чтобы все сделать сама». «А ребенок говорит, что отец под плиткой». Сара сжала кулаки. «Вы обвиняете меня в убийстве мужа? Мы задаем вопросы. Но ваши ответы не сходятся», — сказал Джейкоб. Сара повысила голос. «Вы хоть что-то знаете о несчастливом браке? Он бил меня». «Есть доказательства», — перебил Джейкоб. «Медицинские справки, заявления, свидетели». Сара молчала, потом выдохнула. «Нет, я терпела». Ной наклонился к шефу. «Нам нужен ордер». Хендерсон кивнул. На следующий день Ванесса Харт, судмедэксперт, осмотрела плитку в доме Олденов. «Цемент не засох. Здесь что-то есть». Техники начали сверление. Сара сидела в гостиной под присмотром 2 офицеров. Лили отвезли к бабушке по просьбе Джейкоба. Через полчаса под плиткой показалась ткань. Молодой офицер ахнул. «Боже!» Под цементом человеческая стопа. Бледная, синеватая, окоченевшая. «Очистить осторожно», — приказала Ванесса. Когда цемент убрали,
Под ним оказалось тело, завернутое в ткань. «Это Николас Олден», — сказал Хендерсон, узнав лицо. Рядом разбитый телефон. Ванесса передала его техотделу. Джейкоб повернулся к Саре. «Хотите что-то сказать?» Она отвернулась. В участке началось экстренное совещание. Прокурор Клэр Рэндольф, холодная и расчетливая, первой заговорила. Жертва — Николас Олден, убит ударом по затылку. Следов борьбы нет. Крови на месте нет, значит, тело переместили. «Это было убийство», — подтвердил Джейкоб. «Нам нужен мотив», — сказала Клэр, — «и больше доказательств». Техник Стив Харрис вскоре вернулся с данными с телефона. Николас писал: «Я ухожу, подаю на развод». Сара ответила: «Если уйдешь, исчезнешь». В комнате воцарилась тишина. Клэр кивнула. «Этого достаточно для мотива. Ищите документы на дом». Через пару часов Ной вернулся. Дом оформлен только на Николаса. Сара пыталась переоформить его после его исчезновения, а также долговые расписки. «Это финансовый мотив», — сказал Джейкоб. «Этого достаточно». Во второй половине дня в участок доставили Сайласа Брукса, мужчину, с которым у Сары была переписка. Высокий, с аккуратно зачесанными волосами и неуверенным взглядом, он сидел перед прокурором Клэр Рэндольф и следователем Ноем Грейсоном. «Как вы познакомились с Сарой Олден?» — начала Клэр. «Через форум по малому бизнесу. Мы начали переписываться. Потом стали ближе». «Вы знали, что ее муж планирует подать на развод?» — спросил Ной. «Да. Она говорила, что он хочет забрать ребенка. Говорила ли она, что собирается с ним сделать?» Клэр прищурилась. Сайлас сглотнул. Она однажды написала: «Если он уйдет, я все потеряю. Я не позволю ему забрать Лили». «Вы знали, что она перевела деньги на криптокошелек после его исчезновения?» «Нет. Я ничего не знал о деньгах. Она говорила, что хочет начать новую жизнь в Бостоне». Клэр посмотрела на него холодно. «Вы станете свидетелем. Либо добровольно, либо через ордер». В это же время в доме Маргарет Олден, матери Николаса, Лили сидела у окна и рисовала. «Что ты рисуешь, солнышко?» — спросила Маргарет. «Папу. Он под плиткой, там, где было темно. Я видела, как мама его ударила, большой сковородкой. Он сказал: «Не надо». Но она все равно ударила. Мама сказала: «Если ты расскажешь, нас разлучат». Маргарет отвернулась, слезы потекли по щекам. На суде прокурор Клэр Рэндольф представила доказательства: разбитый телефон, переписку, финансовые переводы, слова Лили, рисунки, показания Сайласа. Судья Джон Харрис слушал молча. Когда Лили прошла по проходу и сказала, глядя в зал: «Папа теперь не мерзнет, он в моих снах», тишина в зале стала звенящей. Суд признал Сару Олден виновной. Убийство первой степени, сокрытие тела, финансовое мошенничество, давление на несовершеннолетнего свидетеля. Ей было назначено пожизненное заключение. Опека над Лили была передана Маргарет Олден. Девочка начала посещать детский сад Святого Фрэнсиса в маленьком городке. Там она больше не была дочерью убийцы, она была просто ребенком. В кабинете шефа Хендерсона на стене висел рисунок. Девочка, мужчина с шариком, солнце и надпись детской рукой: «Папа больше не под полом, он теперь в моем сердце». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.